Ну как день прошел, как дела на работе? Да рутина, все как обычно. Коза накосячила, баран согласовал, обезьяна предложила хрень какую-то, а олень подписал все, даже вот не глянет. Ну у тебя не офис, а зоопарк какой-то. Сам ты о чем задумался, котик мой ученый? Да не мое это все. Свободы хочу, фриланса, вырваться из этой клетки. Блогером хочу стать. Блогер это тема, блогер сейчас в тренде, понимаешь? Тренд, говоришь? Тренд это типа трындеть с утра до ночи, людям вещать все, что ты знаешь и умеешь, а не слушать и за это еще деньги платить? А что ты такого знаешь и умеешь? Ну не знаю, стройка, ремонт, кино, вино, домино. Надо подумать. Ну вот и подумай сначала. Фантазер, ты меня называла фантазер, а мы с тобой не пара. Ты умна, ты прекрасна. Ну что, есть идеи, тигр мой идейный? Ты знаешь, будем снимать про еду. Как ты пельмени умеешь варить? Еле плиту оттерла. Или как ты умеешь их хомячить? Не, ну ты же классно готовишь. Я буду снимать. Я готовить? Ты же блогером хочешь стать. Вот жучара. Ну тогда не знаю, буду выть в этом зоопарке дальше. Погоди, про еду говоришь? Ну, помнишь, вы с Васей снимали, как их там? Семейные антрикоты, типа анекдоты. Ну давай в том же духе. Веселые семейные истории про жизнь, про семью, про человечка в конце концов, а не про зверей. Семейные истории, человечки, семья, человечки, семечки. А давай попробуем. Семечки, семечки, ты посмотри маленечко, веселые истории из жизни и семьи. Семечки, семечки, пусть пролетает времечко, но в памяти останутся веселые деньки. Семечки. Где снимать-то будем? Да везде, на улице, на даче, в квартире здесь. Ты же помнишь, мы ремонт делали в стиле кино? У меня реквизит есть. Пригодится? Пригодится. А давай-ка тогда с уборки и начнем. Этот шкаф хотя бы для начала разберем. Реквизит твой, так называемый. Ага. До того, как сделаешь уборку, хотя бы знаешь, где что лежит. Да ты и так не знаешь, где у тебя что лежит. Постоянно Света, где мои носки? Зато ты, когда уберешься, захожу в комнату, у меня первая мысль. Обокрали! Давай я лучше сам уберусь. Уборка, уборка. Перейди на Егорку. Стирка на Ирку, а готовка на Вовку. Ты сказал, что сделаешь уборку, а сам исчез? Это что за прикол такой? Я не исчез, я убрался. Ты еще скажи, как наш сосед любит по даче говорить. Пыль лежит, и ты приляжь. Мы убираем лишний хлам, разложим вещи по местам. А что сегодня не найду, пускай лежит еще в шкафу. Ну что вот он здесь висит? Ну пригодился же. Когда? Помнишь серию про Аэрофлот? Давай посмотрим. Сейчас включу. Уважаемые пассажиры, наш самолет набрал нужную высоту. Вы можете расстегнуть ремни безопасности. А я пока себе позволю чашечку кофе. Прошу извинения, уважаемые пассажиры. Просто это наша стюардесса прокинула на меня горячий кофе. Да, видели бы вы теперь мои светлые брюки спереди. Фигня. Видел бы ты мои брюки сзади. Только в полете. Красноярск, подход, добрый вечер. Подход 8697. Терплю бедствие, терплю бедствие, терплю бедствие. У нас все накрылось, ничего не работает. Даже высотомер накрылся. Терплю бедствие, терплю бедствие. 998, заткнись и умри как мужчина. Прикольно.
Слушай, тогда, может, анекдот снимем? Уборка после праздников. Тем более, елку пора наряжать. Давай. Слушай, давай тема такая. Утром 1 января жена говорит мужу: помоги мне сделать уборку после праздников. Ой, не могу. Голова раскалывается. Блин. Руки трясутся. Вот и хорошо. Поможешь мне вытряхнуть все половики и коврики. Погоди ты с праздниками, не опережай события. Нужно еще решить, как стол накрывать будем. Так все подорожало. Я знаю, на чем сэкономить. У нас, оказывается, на работе каждый второй свой продукт делает. Я у Михалыча попросил аппарат. Надо попробовать. А за него не привлекут? За что? За то, что есть аппарат? Ну тогда бы всех нормальных мужиков за изнасилование бы попересажали. Аппарат же есть. Так, давай ты будешь блюдами заниматься, а я буду напитками. Итак, нам потребуется сахар, дрожжи, вода, огонь и медные трубы. Какой огонь, у нас электричество. Да, тут мы, наверное, много нажмем, да? Да не парься ты. Мы тут с девчонками в баре сидели. Подходит ко мне какой-то товарищ и говорит: девушка, а можно за вас заплатить? Ну я не растерялась, подсунула вам квитанцию за электричество. Молодец. А ты помнишь, что у нас еще долг за капремонт? Сколько Палыч не пытался сделать из воды, сахара и дрожжей квас, все равно получалось. Ага. Ну что, сколько там? 80. Крепкий. Ты что туда, цемент добавляешь? Нормальный. Добавишь лед и листья мяты, будет мохито. Добавим листья конопли, получится хихита. Гоним самогон, гоним самогон. Мы наполним нашим варевом ваши вагоны. О, правда крепкий. Будешь пробовать? Ну ты что, я все-таки женщина. А так? А еще могу предложить коктейль. Ленивая Мэри. Просто закуси помидоркой. Гоним самогон. Мы наполним нашим стоп! варевом ваши вагоны. Мы все-таки к празднику готовимся. А то я смотрю, уже глазками засверкал. Да я как наглядное пособие. Напиток рекламирую. Так что все-таки у нас будет праздничная напитка? Ну я предлагаю гнок. Помнишь, когда делали? Вкусно получилось. Я фотографировал, классные снимки получились. Так там сахар, яйцо, молоко и ром. А у нас самогон. Гоним самогон, гоним Сахар и самогон. яйца — это сила. Молоко — энергия. А самогон — это мысли, куда применить эту силу и энергию. Год дракона уже наступает. Гоним самогон, гоним самогон. Слушай, а кто придет на праздник-то к нам? Дети обещали прийти поздравить. А, они что, так не объединяют семью, как еда? Да ладно тебе? Ну серьезно, что будем готовить? Да как обычно, салатики, рыба, мясо. Мы оливье смешаем с виски и встретим Новый год по-свински? Только попробуй у меня напиться в Новый год. Поражаюсь тебя. Мы столько лет вместе, а в тебе еще столько оптимизма. Так, достань-ка лучше язык. Да я про свиной. Ты знаешь, у меня тут идея возникла. Хочу пародию сделать на клип. Знаешь, тишины хочу. Только вот, допустим, зимой такой мороз, я такой: шашлыка хочу, шашлыка с румяной корочкой, рядом с мясом зелень положу и наполню чарку водочкой. А летом, когда жара, представляешь, рыба, и такой: сугудай хочу, сугудай с перцем молотым, струйкой масла щедро я полью куски рыбы, покрытые холодом. Ну ты фантазер. Нет, фантазер — это фанта с водкой 5 озер. Фантазер. Ты меня называла фантазер. Ну хорошо, дети придут, поздравят. Дальше какая программа? Какая? Телевизионная.
Телевизор смотреть будем. Да сама смотри свой телевизор. Я лучше микроволновку посмотрю. В ней только хорошие новости, всегда про еду и без рекламы. А еще лучше давайте посмотрим свежие анекдоты, антрикоты, про еду. Ну те, которые мы только что сняли. Дорогая, а что у нас сегодня на ужин? Очень ленивые голубцы. Это как? А это капуста на балконе, фарш в морозилке. Если мужа плохо кормить, то он похудеет. И у него начнут спадать трусы. Причем не дома. Хотелось бы мне знать, что за крупу я ем. Это булгур. Что? Булгур. Как долгулдур, только булгур. Чего? Булгур, булгур, булгур. У меня такое чувство, что я с голубем разговариваю. Брат, привет. Я тут на курорте отдыхаю. Привет, брат, привет. Смотри, сколько снега. Смотри, какая красота. А ты куда пропал? Да я там, где не бывает снега. Ух ты, Бали, Карибы. Да нет, возле канализационных люков тусуюсь. Голубей кормлю. Цыпа. Вечер, суббота, расслабиться охота. Давай, братуха, неси скорей стакан. Семечек насыплю, с телека пыль вытру. А ну-ка поудобней, садимся на диван. Семечки, 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 ты посмотри маленечко. Веселые истории из жизни и семьи. Семечки, семечки, пусть пролетает времечко, но в памяти останутся веселые деньки. Ух ты, прикольно, и зрители довольны. Я 3 стакана семок уже приговорил. Давайте, ребятки, снимайте без оглядки. Семейных человечков навек я полюбил. Семечки, 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 ты посмотри маленечко. Веселые истории из жизни и семьи. Семечки, семечки, пусть пролетает времечко, но в памяти останутся веселые деньки.